Доброго денечка, дорогие друзья. Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Так, сейчас, конечно же, заказные сигналы. Там ребята столько насыпали, что я не знаю. Будем искать, вдруг что-то интересное. Представляете, кому-то золото попадется. Для Елены Маляновой и для ее супруга Михаила Антон подготовил сюрприз. Посмотрите, бах, посмотрите. Теперь точно на кота Базилио, да, похож? Да, Антон специально с Соединенных Штатов заказал с Калифорнии очки такие. Ему прислали, говорит, порадую подписчиков. Смотрите, образ какой просто. Я на Антона смотрю, и у меня сразу песня. А может просто снегом стать. Помните, Максим Фадеев? Думаешь, найдем что-нибудь, Антох, не? Тут С такими очками, блядь, точно найдем. Да, тем более поле продисковали, да? Да. Наверное, будут находочки. Друзья, не забывайте ставить лайк, писать комменты. Кто еще не подписался, подписывайтесь. У кого с ютубом беда, на Дзенчик заходите, пожалуйста. Статья появилась, друзья, про выбор металлоискателя, обзор на кое-какие металлоискатели. Кто заинтересован, переходите, читайте, на Дзене все есть, на ютубе тоже в заметках была статейка. Пишите, комментируйте, выбирайте. Надеюсь, информация будет полезная для вас. Так, ребят, ищем первый сигнал заказной. И первый у нас на очереди Роланд из Литвы. Так, ну что, друзья, дебют для Роланда. Опа! Опа! Что это такое? Роландас Лабас Вакарас. И вот такая вот приблудасина. Цветная, надо заметить. Неплохо. Лайкосы для Роланда, друзья. Поздравляем. Начало положено, друзья. Идем дальше. Следующий у нас заказик для Александра Алексеева. Он просил выкопать сигнал и подарить то, что найдем Антону. Как скажете. Плохо. Там Александр Алексеев просил выкопать сигнал и подарить тебе его, если что. Все. Ну что же, давайте от Александра Алексеева Антону выкопаем что-то. Что-то дюже мелкое, друзья. Почему ты без пина? Ты тратишь наше время. Пин для слабаков. И вот такой вот оплавыш. Выкидывать я его не буду. Уберу его в накопитель, чтобы подарить Антоше Базилио. Вот это вот от Александра. Александр, копаем дальше. Алексей из Питера просил выкопать что-нибудь для него. Сейчас вот так вдоль дороги, вдоль брусчаточки, друзья. Вот тут вот брусчатка за кустами, если что. Что-нибудь для Алексея, северной столицы нашей необъятной родины. Очень глубокий сигнал. Минут 7 его искал.
Давайте глянем. Для Алексея. Там глубоко где-то звенит. Ну, ближе стал. Ближе стал. Что же там таится? Шифер какой-то. Что же там таится, ребят? Блин. Поставлю камеру. Неудобно. Неудобно, друзья. Кстати, кто хочет поддержать канал, на ход ноги, в закрепленном комменте есть реквизиты, как это сделать. Блин. Северная столица. Северная столица. Клей-момент, самый лучший клей. Ты в пакет его налей, веселей. Алексей, не обессудь. Дальше ищем для железного Вади из Минска, друзья. Беларусь на связи. Салют, братья и сестры белорусы. Неплохой сигнал для железного Вади. Блин, Водян, не обессудь. Кусочек пробки попался. Иду недалеко от дороги, поэтому всякий хлам, блин. Ну ничего, не расстраивайся, идем дальше. Хороших тебе сигналов. Дальше сигнал для прекрасной половины. Вита, привет тебе. Сейчас для тебя выкопаем. Вита Дробаха. Извиняюсь, если заранее, если неправильно ударение фамилии сделал. Но это для вас. Что-то где-то здесь. Блин. Помните, друзья, вот этот враг копателей? Вот этот вот шлак его называют. Уголь. Вита. Пусть это на удачу будет. Алексей из поселка Саперная, Ленинградская область. Большой тебе привет, дружище. И следующий сигнал для тебя. Поселку Саперная. Всей агломерации большой привет от канала Рыболов-Копатель. Что у нас там? Только не говорите опять, что... Да. Опять этот, блин, углевидный шлак. Тьфу ты, ё-моё. Такое начало впереди однозначно ждет что-то очень интересное, друзья. Батюшки мои. Франко Писано, Италия. Бонжорно, брат. Следующий сигнал специально для тебя. Этот сигнал для Италии. Сардиния. Франко Писано. Блин. Тут, ё-моё, блин. Франко Писано. Проволока. Извиняюсь.
Опа, друзья, а у нас следующая находка верховая для Алекса. Алекс, смотри, какая зачетная подковка, небольшая. Смотри, какой шикардос. Тебе на удачу, дружище. Не менее, ребята, следующий на очереди с заказным сигналом копатель ВВ-2, 14 лет, комрадик. Поехали искать тебе что-нибудь. Для молодого комрада ВВ-2. Оба! О, братан, медяха. Ух ты какая! Красное золото лесов и полей. К сожалению, ты не написал, как тебя зовут, но я тебе желаю интересных находок. Главное, будь аккуратен, береги себя, не лезь куда не надо. И наслаждайся поисками. Пусть находки радуют. И поменьше проволоки тебе. Всем подписчицам и зрителям канала Рыболов-Копатель посвящаются вот такие вот августовские цветочки, друзья. Доброго позитива вам, девушки. Зашел на бугорок, тут все звенит, какая-то посуда битая. То ли постройка была, непонятно. Поставлю камеру, буду ходить. Для Максика из МСК. Видимо, из столицы. Максим, для тебя сигналы ищем. Вместе. Давайте вместе искать. Сейчас камеру поставим здесь. Так вот. Чтобы тут волосы не мешали всякие. Все. Погнали, друзья. Максик, что-то нашел я, пока не вижу, что пуговица, наверное. Да. Такая вот зелененькая пуговка для тебя. Идем дальше. Так, для Сергея Петрова что-то тут на отдалении. Обломок какой-то шильды, видимо. Немецкая. Сейчас будем искать остатки. На очереди у нас заключительный заказной сигнал на сегодня. Алексей Рашинин. Леша, привет. Всему Гусевскому району тоже привет. Для тебя сигнал. Ребят, смотрите. От посуды донышко. А вот это вам ничего не напоминает? На тарелочке блюдгерихт. Хаэстерн Саксония, тот же самый производитель. Вот кстати, вот эта находка Алексея Рашинина. Леша, комрад, привет тебе. Ну, вот на твою долю выпала такая находка. В череде первых находок довольно-таки неплохая, потому что, Антох, скажи, вообще тишина, да? Проволока. Полный голяк. Ну. К слову о находке, об осколке донном с тарелки, судя по всему. Вот был такой ресторан знаменитый Блюдгерихт в Королевском замке. Вот открытка с этим рестораном. Вот здесь вход располагался. Это внутренний двор Королевского замка. Есть тарелка из этого ресторана. Блюдгерихт. Кровавый суд. Все дела. Обратите внимание на клеймо. И отмотайте назад. И посмотрите донышко, которое выпало по очереди на Алексея Рашинина. Леша, обрати внимание. Кто его знает, а вдруг там такая же тарелка была. Батюшки мои. Вылетает, ребят, какой-то монетосик вроде. Или пуговка. Да, это Антона
любимый вид пуговиц. Из такого сплава. С отсылкой к серебру, но не серебро. Подошел, вот воды попили с ним. И сразу же бах, друзья, смотрите. Верховушка лежит. Десяточка. Друзья, вот желаю всем подписчикам, кто заказывал сигнал, чтобы минимум десятки такие попадались. Минимум. У Антона находка. Вот такой ключ. И, скорее всего, это немецкий, ребят. МФР. Министерство финансовых расчетов, скорее всего, было. Или от кладовницы какой-нибудь. Ага. Опа, там вон комрад уже какой-то ходит. Конкурирующая фирма, батюшки мои. Идем с Антохой. Сигналов вообще нет, вообще голяк. И вот выкапываю, смотрите. Такой вот комочек земли. И смотрите, что торчит. Мне кажется, это солид. Блин, лопата так блестит, аж галлюцинацию словил. Мне кажется, это солид. Давайте его достанем. Сейчас перчатку сниму даже. Лишь только темная ночь. Да не, это монета. Да, солид, Антон. Сейчас попробую что-нибудь посмотреть, что там. Слегка его чистануть. Монетный двор Кёнигсбергский, по-моему, Е. ФР сзади. Ну, такое удобрениями его хватануло. Но, друзья, блин, солид все-таки, монетка. Это вам не Цезарь 10-копеечники ломаные на пляже находит. То есть у подписчиков всегда есть шанс выхватить подобного рода монетку. Ха, батюшки мои. У Антохи находка, пойдем смотреть. Говорит, опять блесну эту поднял, зацеп которая. Но он, говорит, в деревне все равно блеснить будет на них. Попробует, говорит, этого взять. Как он называется? Окунь. Окунь, да. Ух ты. Смотри, это какая крутая. Ага. Еще такой загиб у нее, посмотри, какая. Да, прикольно. Крутая, да. И рисунок такой же. Круто, круто. Вообще зачет, Антох, молодец. Вот тебе Прикольно, прет на них. да? Ага. У меня уже какая Ты на ключи повесь ее хотя бы. Но у меня уже даже я не помню, какая по счету, третья или четвертая. Ни хрена себе ты крутышь, блин. Вау. Очень хороший сигнал, ребят. Опа. Где-то тут. Давайте глядеть. Не здесь. Не здесь. Методом деления. Не здесь. Не здесь. Здесь. Камрад подходил сейчас. Он уже закончил здесь. Говорит, скучно. Ничего интересного не попалось. А у меня вот монетка. Шиллинг, друзья. Это шиллинг. Давайте почистим с вами. Ну вот он, друзья. 1 шиллинг. Идем дальше. Антик уважает монеты такие. Базилио, Безл ходит, вон тоже ищет. Где что попадется, где древняшка, где вкусняшка, где еще что-нибудь. А?
Какая интересная находка, друзья, попалась мне. Смотрите. Да это ж не что иное, как подковка маленькая. Просто миниатюрная подковка. Скажете вы, да это была как прокладка. Нет, друзья. Это подковка. На удачу. Сейчас, может, сместимся куда-нибудь. Ой, пока хочется какой-нибудь алычи вкусить. Ребят, такие запахи разнотравья августовского вообще вам просто не передать. Такие аромафлюиды, короче, летают. Вообще кайф. Смотрите, ребят, вы только посмотрите. Вкуснотища вам не передать. Антохе отнесу, угощу, а то он разродиться не может никак. Рядом желтый сорт. Бля, такой бы найти, да? Надо, Вани. Не хочу. А что ты? Ты мне что, бля? А? Зла желаешь, что ли? А что ты? Не будешь? Для Артура специально. Подселки, чтобы не спали, да? Переехали, ребят. Анти говорит, Пах, буду ходить рядом. Хочу такие же крутые находки, как у тебя. Не червяк звенел. Ну, какая-то пломба попалась, ребят. Продавленная вся. Ну, звенело хорошо очень. Два комрада тут ходят, кстати, тоже на этом поле. Наперсток. Монитос он выпрыгнул. Похоже, шиллинг опять. Ну. Пуговка гирька верховая, друзья. Давайте почистим ее и рассмотрим. Красивенькая какая. Только ушко обломано, жаль. Ребят, сейчас такая печаль вылетела. Сигнал-то такой хороший был. Посмотрите. Я уже вижу, это монета. Это монета сломанная. Что ж там такое это было? Что-то дюже интересное. Ух ты! Что-то классное было, ребят. Что ж ты не целая, а? Да еще так это... То ли отрезанная она. Отсекли. Блин, ребят, осост какой. Да, была классная монета, ребята.
старая. Может даже талер какой-нибудь. Вот бы целую такую поднять, друзья. Такие старенькие пуговицы попадаются, уже вторая подобная. У Антона это самое. Вот, ребята, По стерне ходит. нельзя ходить в шортах по стерне. Все ноги посмотри. Эй, Так, прыщи. смотрим твою эту. Сейчас из-за кровищи заблокируют видео. Смотрите, ребят, какой зацеп шикарный. Шикарного вида зацеп. Чем же это ушко, да, видно? Да, прикольно. Антон говорит, конечно же, что это гривна. Ну, я не знаю, серебро точно, а вот что это? Ну, вроде да, серебро тяжеленькое. Пломба. Кенигсберг, какой-то пол. Пол Шарк, может быть, или вот что-то Фабрики. в этом. Пол Смит тоже Да, может цвет быть. даже такой. Ну, сидел Мгм. Вот это, слышь, что? Я подумал, цвет, как ты нашел сестерцей, я подумал, как будто сестерцы прострелили, короче, давным-давно. Смотри, какая толщина. И фиг погнешь ее. Да не, это бубенчик. Сестерцы прострелили. Ты что, из чего его прострелили? Какой-то бубенчик-то. Из чего его прострелили? Из Калашникова, что ли, сестер? Карабина старого. Не, ну смотри, это выход. Вот отсюда заходит, вот выход. Это не бубенчик. Ладно. Короче, ребят, у меня вот так скромненько по пуговицам. Пуговица гирька, но есть солид, есть вот эта монета. Есть вот эта монета, причем, мне кажется, ну это вот пол, это, наверное, Речь Посполитая какая-нибудь. Может, пятигрошевик какой-нибудь Сигизмунда а-ля какого-либо. Интересно, конечно, очень жаль. Монета не маленьких было размеров. Вот такая половинка. Отгрыз кто-то. Зубами отгрыз ее на ярмарке. Сдачи не было. Говорит, давай откушу, да поедем. Самое мое любимое занятие, я не знаю, как у кого, касаемо копа, я обожаю искать в интернете. Когда не знаешь, что это такое. Нашел Пахин обломок монеты. 6 грошей. Покажи, как она выглядела. Вот она. Ну-ка, дай мне, Антоха, телефон. Смотри. О, как я тебе говорил, так, видишь? Ща, подожди, держи. Да, воротник получается. Ян Казимир. Вот, пожалуйста, определили. А как он с другой стороны выглядел? Совсем не так, как Но у это меня. нет, подожди. Это И, Ян во-первых, это триггер. Что ты тут Стоп, гонишь? подожди. Это Ян Казимир, портрет его. Мгм. Сейчас мы найдем, что за конкретно за монета. Потому что вот эта монета 3 гроша. гроша, да. Но это Ян, мы определили, что Ян Казимир. О, пургу прогнал. Подожди, ты, ну Ян Казимир, что ты? Ну ты же видишь, по. 6 грошей он нашел. Вот они, твой этот герб с орлом, видишь, маленькие гербы, как у тебя. Мгм. Ну, слушай. Ну это стертый. Да, наверное, дорогой, раз даже такие выкладывают. Блин, это, слушайте, ребят, это квартиру на побережье можно было взять, но все сорвалось опять. Все опять сорвалось. Но все равно же классно. Сейчас можно кофе, наверное, не слабо взять за такую монету. Предложить. Без сдачи за этого сразу половину. Бах, держите. Спасибо всем за просмотр, друзья. Мы отправляемся домой. Доброго здравия всем и всего самого С наилучшего. вами были Антон и Изи Либерман. Всего доброго, дорогие друзья.